Согласно данным нескольких авторитетных исследовательских институтов, в 2020 году продажи смарт-динамиков Xiaodu стали наибольшими в Китае, что создало преимущество компании Xiaodu в глобальной сфере искусственного интеллекта. И сегодня я готов вам представить бюджетные, но при этом очень неплохие наушники этого бренда. Как и у всего, что есть на потребительском рынке, у них есть свои плюсы, разумеется, и минусы. Главное, что есть в них нужного для вас, а чего в них нет. И да, они продаются на Йопине, а Йопин принадлежит Xiaomi. Сейчас все расскажу. 993 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я уже выгружаю больше полугода. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Xiaodu Do Smart Buds. Полетели. Распаковка. Коробка, как вы видите, пришла в идеальном состоянии. Картон плотный, но внутри недостаточно опрятно состыкованной части, особенно сильно заметные они в углах. На удивление, сильного запаха клея не было, хотя дорого это однозначно не выглядело. Собственно, в сам комплект входят наушники, кабель для зарядки USB Type-C и краткое руководство пользователя, в котором есть русский язык. Летим дальше. Продаются наушники только в одном цвете, белом. Зарядный кейс изготовлен из матового пластика, напоминающего Soft Touch. Бокс имеет форму обтекаемого квадрата с округленными углами. Габариты небольшие, 52 на 55 на 23 мм, а весит бокс без наушников всего 31 грамм. В кармане не мешается, тактильно очень приятный, не маркий, но скользкий. Сборка качественная, пластик не самый дешман, но близок к нему. Царапается очень затруднительно, что большой плюс. На руках они, кстати, у меня не один месяц уже. На корпусе имеется светодиодный индикатор, логотип компании, разъем Type-C для зарядки. Люфт у крышки есть только в закрытом положении, но совершенно незначительный. Одной рукой открыть достаточно просто. Крышка в открытом положении фиксируется, внутри имеется исключительно два вертикальных места с контактами для зарядки наушников. Наушники в боксе прилично гуляют, издавая не очень приятный звук. При тряске с легкостью вылетают из бокса, хлопок при закрытии крышки глуховатый и раздражающий. Емкость аккумуляторного кейса 400 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет, но это и не удивительно, учитывая стоимость. Наушники от кейса можно перезарядить 3 полных раза. Саморазряд есть, за 4 дня неприкосновенного пребывания в ящике ушло 20%. Переходим к наушникам. Изготовлены вкладыши из глянцевого и наполовину матового пластика. Имеют угловатый дизайн и довольно широковатую ножку. Глянцевый пластик очень маркий, и в целом наушники скользкие, но несмотря на это из кейса извлекаются достаточно просто. Пальцы не соскальзывают. Размер каждого наушника составляет 36 на 17 на 18 мм, а вес 3,8 грамма. Сидят достаточно комфортно, никаких неудобств не доставляют даже при длительной носке. При активной жизнедеятельности из ушей не выпадают, но преследует чувство, что хочется их постоянно поправить. На корпусе каждого наушника расположен микрофон, углубленные в корпус контакты для зарядки, светодиодный индикатор, сенсорная панель управления тапами. Из тапов есть вызов голосового помощника, управление вызовами, переключение треков, воспроизведение и пауза. Тач работает отлично, ложных срабатываний нет. Оснащены наушники 13-мм динамическими драйверами, шумоподавления и режима прозрачности у них нет. Заряд наушников в шторке устройств виден, по одному работают, переподключаются с небольшой задержкой. Автоматически подключаются после извлечения из бокса, мультипоинта и сенсоров приближения тоже, к сожалению, нет. Емкость аккумулятора каждого наушника 35 мАч. Отыграли 4 часа 15 минут на 50% громкости по кодеку AAC. С 0 до сотки заряжаются за 45 минут. За 10 минут набегает 20% и хватает этого на 1 час воспроизведения при 50% громкости по кодеку AAC. Защита от пыли и брызг есть только у наушников IPX4. Скромненько так. И после водных процедур с ними все отлично, но еще раз повторяю, так их помещать в воду нельзя. IPX4 не подразумевает, что вы их можете топить. Неизвестно, что с ними будет через месяц, но в целом, что они выживают после этого и неплохо, и на качество звучания вода никак не повлияла, и это хорошо. Для наушников есть простейшее приложение Xiaodu, доступное на системах Android и iOS. В приложении очень мало функций, а именно настройка тапов правого и левого наушника, информация о заряде каждого наушника по отдельности и обновление прошивки. Само приложение на английском языке, поэтому интересная функция голосовых заметок не всем пригодится, так как распознавание речи только на 3 языках: английский, китайский и японский. Bluetooth старенькой версии, относительно старенькой 5.0, из кодеков AAC и SBC через стену не отваливаются, но фризы легкие есть. Задержки в YouTube минимальны, в играх чуть более заметные, но не критичные. В любом случае играть приятно. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны работают супер, окружающие шумы и ветер глушат отлично. Звучание получается чистым и приятным, хоть и с искажением голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Do Smart Buds. Если вы видите этот пример, значит я все-таки решил сделать на них обзор. Пока, если честно, мне сложно понять, откуда эти наушники, кто их прародитель и являются ли они, не знаю, детищем Йопина. Если это детище Йопина, скорее всего, я буду делать обзор, и вы будете слышать этот пример. Еще раз в ролике, скорее всего, об этом скажу. Пластик приятный, в отличие от всяких дешманских базеусов, потому что есть у них и дешманские модели. Здесь все аккуратно, и вход Type-C, индикатор. В целом как-то странно хорошо. Единственное, сами по себе вкладыши чуть-чуть меньше, чем первые копии, чуть-чуть больше AirPods. В целом, кому AirPods малые, эти будут в самый раз. Мне AirPods в самый раз, эти мне слегка большие, но они у меня не вываливаются. Сейчас будет проезжать автобус, ушам не повезло, я не думаю, что вы будете что-то слышать. Но пример микрофона вы уже услышали, так что его можете оценить. Звучание для вкладышей довольно хорошее, запас громкости достаточный. Сцена средняя, басы не глухие, они вообще в наличии, что хорошо. И они не раздуты. Одним словом, на удивление, такие хорошие. Выше 70% громкости появляется легкая каша, но слушать можно. Есть свойственный окрас звука, не критичный, звук детализированный, но частоты не звучат равномерно. Высокие более глухие, в отличие от низких и средних. И все же, несмотря на это, в целом, учитывая данный ценовой сегмент, звучание приятно и не доставляет дискомфорта. Из минусов: нет беспроводной зарядки, нет игрового режима мультипоинта, сенсоров приближения, режима прозрачности, в приложении нет полноценного функционала, плюс минимальный набор тапов и кодеков. Стоят они в районе $30, иногда в районе 25, все зависит от наличия распродаж. Сейчас идет как раз сейл. Ссылка на покупку в описании к видео. Если сейчас живые промокоды, если вы смотрите не сегодняшний, не в день выгрузки данного обзора, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг там они будут, эти промики. Да вы вообще сильно ценам удивитесь, за сколько можно купить те же наушники или телефоны. Просто делать это нужно, когда я постю объявление, а не через недельки-две. Потому что хорошие цены бывают редко. Но бывают, и это хорошо. Резюмируя, для своей цены звучат наушники очень даже неплохо. Набор функционала самый простяцкий, но при этом микрофоны отрабатывают по мне отлично. На Али для кейса уже целая куча различных силиконовых чехлов. Как говорится, на любой вкус и цвет достаточно много разного товара для самих наушников. Лично мне для полного счастья в них не хватило только сенсоров приближения, если, конечно, придираться. А в целом, в данном ценовом сегменте не так много хороших девайсов. Девайс сюда, не забывайте подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи, приходить на стримы на прожарки телефонов самых модных, самых крутых. Мы их, допустим, греем до 50 градусов, как недавно iPhone 13 Pro у меня до полтинника разогрелся в Геншине, а он же не греется. А, я забыл, это уже не греется у людей в других обзорах. В общем, добра и удачи вам, дорогие друзья.